Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 9 марта, и сегодня мой первый материал будет посвящен анонсированной вчера теме, а именно каким образом российские войска, приспособившись к тактике ВСУ, начинают достигать все больших и больших успехов. Помните, я сделал буквально несколько дней назад материал, ссылку на него даю в текстовой строке под видео, она появится в интерактивном окне сразу после этого видео, о том, как выглядит тактика обороны Украины со стороны ВСУ. Кратко здесь напоминаю. Украина, не имея возможности перекрыть границу, не имея возможности держать весь 3000-ную линию фронта, в которую по сути сегодня превратилась граница с Беларусью и Российской Федерацией, она сегодня вынуждена сосредоточиться на узловой обороне. То есть создаются узлы сопротивления, которые включают в себя механизированные маневровые группы, а также в зависимости от значимости объекта, от дивизиона артиллерийского до гораздо более значимых величин, как это мы видим в районе Киева либо Харькова. И вот, опираясь на систему территориальной обороны, а также разветвленную сеть сбора разведданных, и имея внутри такого паутины вот этой такой бронированный кулак, ВСУ рассчитывает удерживать территорию. При этом, если российские войска уходят вперед, они начинают перерезать коммуникации. Если они пытаются близко блокировать тот или иной населенный пункт, они при помощи артиллерийской группы, для которой внутри городов заранее были подготовлены серьезные укрытия, пытаются наносить осаждающей группировке как можно больший урон. Таким образом, пытаясь затянуть время и создать для российской армии ситуацию, когда она не сможет дальше наступать. Таков задум Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Причем в целом, на примере Николаева, мы видим, что эта тактика даже иногда приносит локальные успехи. Помните, несколько дней назад был очень успешный такой бросок на Вознесенск, откуда был выбит российский загранотряд, а также успешный поиск на Баштанку. Причем первую операцию проводила группировка, базирующаяся на Новоукраинск, а вторую на Николаев. Ну и теперь давайте разберемся, каким образом российские войска после первого броска, встретив вот эту серьезную систему обороны, пытаются ее преодолевать. Причем достигают в этом очень серьезных успехов. Но мы не будем сегодня рассматривать случай с Херсоном, то есть Новой Каховкой. Там был просто быстрый налет, и украинская группировка просто не сумела быстро сорганизоваться. Посмотрим, как это работает на примере Николаева, где вчера местный губернатор Ким после своих ранних бравурных заявлений вдруг сказал своим жителям, что все, господа, надо готовиться к штурму. Он не сказал, что все плохо, но по его словам было понятно, что все у него теперь плохо. Почему же у него так все стало плохо, несмотря на то, что еще несколько дней назад он рассказывал о своих успехах и о том, что он вообще чуть ли не выкинет россиян с территории своей области. Дело в том, что российская армия, увидев, как работает система обороны ВСУ, она применила контрмеры. То есть она на сегодняшний момент, когда сталкивается с подобным узлом обороны, она уже не пытается его первоначально плотно обложить. То есть подставлять свои части под артиллерийские налеты. Она создает систему опорных пунктов, расположенных на значительном удалении от узлового пункта обороны ВСУ. Например, для Николаева это Херсон, Снегиревка, где-то российская база в районе Нового Буга, где-то южнее Нового Буга. И по моим оценкам должна быть такая база немножко севернее Новой Одессы. Вот при помощи вот этих 4 опорных пунктов, где создана серьезная система обороны, складирования, то есть создаются очень серьезные материально-технические запасы, российская армия контролирует по сути большую часть Николаевской области, не растрачивая свои силы на удержание тех или иных населенных пунктов. Хотя в случае Херсона и Снегиревки они эти населенные пункты удерживают. Ну, в Херсон, понятно, там были стратегические переправы, и российские войска просто обязаны были его зачищать, а с снегиревским руководством российские войска достигли полного взаимопонимания. Но это только первая часть реализации данного плана. Группировка таким образом блокируется, но не уничтожается. Дальше наступает следующий этап, который я тоже частично писал в предыдущем материале, когда показывал, где слабые и сильные стороны с той тактикой, которой придерживается ВСУ. Здесь же кратко напомню, что главная слабая точка вот здесь, это неспособность вооруженных сил Украины пополнять свои потери в бронетехнике, а также в артиллерии. А еще эффективная контрборьба, а надо сказать, что российские базы, когда они окружают, например, тот же самый Николаев, там разворачиваются не только войска, там разворачиваются системы РЭП, которые сильно усложняют работу уже, в том числе и остаткам украинской авиации, а также работу артиллеристов, а также зачастую нарушают координацию взаимодействия вооруженных сил Украины. А еще напоминаю, российские войска при этом стараются выключить местную связь, и все это резко снижает эффективность работы группировки ВСУ в этом районе. И дальше она просто начинает нести потери. Обратите внимание, что вот эти вот точечные удары по тем или иным объектам инфраструктуры военной, а еще удары по артиллерийским установкам отдельные. Да, иногда при этом, к сожалению, страдают и мирные граждане, но это все потому, что вот эти самые артиллерийские установки зачастую стоят именно в жилых районах.
То есть украинские артиллеристы прикрываются людьми как живым щитом. Из-за этого, к сожалению, страдают люди. Но по-другому российские войска поступать не могут. Они должны обязательно выбить основную артиллерийскую группировку, чтобы приступить к следующему этапу. А еще нанести максимально возможные потери бронегруппам, на которые, собственно говоря, и опирается укрепрайон. И вот в Николаеве этот процесс уже почти завершен. Бронегруппам нанесут серьезный урон, а артиллерийские расчеты во многом уже подавлены. За последние несколько дней активность украинских артиллеристов резко упала. И российские войска постепенно приступили к следующему этапу окружения Николаева. То есть они теперь создают плотное кольцо вокруг города. Да, получая при этом отдельные артиллерийские налеты, но уже мощь Николаевской артиллерийской группы намного меньше, чем была, например, неделю назад. А далее будет неизбежно. Оставшуюся артиллерию постепенно подавят. Бронегруппе придется просто закрыться в городе, она же не сможет вести активные контрнаступательные действия. То, что мы сегодня уже видим. Именно, кстати, по этой причине сегодня так расстроен господин Ким. Ну и далее у Николаева всего два варианта. Либо сначала российские войска прорываются на правый берег Буга и полностью тем самым отрезают Николаев от большой земли и потом берут его, зачищают. Либо сначала зачищают левый берег, проводят десантную операцию на правый и таким образом берут город. И налаживают потом в городе уже понтонную переправу, потому что, скорее всего, большой мост ВСУ взорвет. Но в данном случае это уже не принципиально важно. Я хотел в этом материале показать, как работает сама схема подавления подобных узлов обороны. И почему она требует определенного временного зазора. Это нужно для того, чтобы минимизировать потери при наступлении. Ну и заодно таким образом российские войска закрепляют за собой территории, не тратя на их контроль значительных сил. Именно исходя из понимания, как работает система подавления украинских укрепленных районов, нужно и оценивать успехи российской армии при продвижении на Украине. И это мы сделаем с вами уже в следующем материале. Поверьте, он будет очень и очень интересным. Потому что когда вы посмотрите на ситуацию на фронтах под этим углом, вы сразу поймете, что вооруженные силы Украины, несмотря на их бравурные заявления, все очень и очень плохо. И под Киевом, и под Харьковом, и на Донбассе. Но повторяю, об этом мы с вами поговорим уже в следующей части. На этом пока все. До свидания и дождитесь этой самой следующей части.